Товарищи красноармейцы, краснофлотцы, командиры политработники, партизаны и партизанки, на вас смотрит весь мир, как на силу способную уничтожить разбойничьи орды немецких захватчиков. Мало кто знает, но первым советским фильмом, получившим «Оскар», стала документальная лента об обороне Москвы. В этом видео расскажу о 5 фактах, которые раскрывают историю создания и последующее влияние не только на ход Второй мировой войны, но и на историю второй половины 20 века. Приятного просмотра. Москвичи превращали свой город в гигантскую крепость, улицы в форты, заставы в бастионы. Фильм продюсировал сам Иосиф Сталин, и он является первым военным полнометражным документальным фильмом. А все дело в том, что в сентябре-октябре 1941 года Центральный фронт находился в тяжелейшем положении. Однако, зная о планируемом наступлении советских войск, Сталин решил сделать из этого документальный фильм, который должен был сыграть 2 ключевые роли: поднять боевой дух населения страны и показать всему миру мощь советской красной машины. И надо сказать, ему это удалось. Чуть подробнее расскажу об этом дальше. Фильм снимали около 20 операторов и 2 режиссера – Леонид Варламов и Илья Копалин. Перед каждым съемочным днем режиссеры и операторы договаривались, кто и на каких частях фронта будет вести съемку, какие примерно необходимо получить кадры, но в конечном итоге все понимали, что оператор должен ориентироваться по ходу ведения боевых действий, принимать самостоятельное решение, не дожидаясь приказа. Но судьба гитлеровского генерального наступления уже предрешена. По указанию товарища Сталина, Военный совет Западного фронта подготовил решительный контрудар. Задача – не только сорвать второе генеральное наступление, но и начать под Москвой разгром фашистских полчищ. Фильм сняли и смонтировали в рекордные сроки. Сама битва под Москвой длилась 203 дня. С 30 сентября 1941 по 20 апреля 1942. А первый показ фильма прошел уже 18 февраля. Первый же день ее посмотрели больше 80 тысяч бойцов, командиров, рабочих и служащих. Зрители восторженно встретили фильм, а кинопоказы позволили вдохновить как можно большее количество людей на борьбу с фашизмом. Сталину фильм тоже понравился. Он часто его пересматривал, а при случае любил показывать иностранным гостям. За Родину! За Сталина! В 1942 году была сделана американская версия фильма под названием «Москва наносит ответный удар». Текст от автора в американской версии читает Эдвард Г. Робинсон. Тут надо отметить, что Советский Союз использовал фильм для демонстрации своей силы и превосходства над нацистской Германией, которая на тот момент считалась непобедимой. Этот жест отчетливо осознали на Западе, что ускорило процесс по созданию антигитлеровской коалиции. В цехах заводов и фабрик, на многочисленных митингах советский народ приветствовал родную Красную армию. В 1943 году на 15-й кинопремии «Оскар» добавили еще одну номинацию – «Лучший документальный фильм». Легенда гласит, что она была специально создана для фильма «Разгром немецких войск под Москвой». И для Советского Союза он стал первым «Оскаром». Кого там еще принесло? Я не уйду, пока вы не посмотрите фильм. Еще стоит сказать, что в 2022 году вышел фильм, который так называется «Первый Оскар». Но я бы не стал его рекомендовать для просмотра. Режиссер Сергей Макритский сделал из такой культовой истории достаточно посредственную ленту с абсолютно предсказуемым сериальным сюжетом. Поэтому определенно рекомендую к просмотру оригинальный документальный фильм 1942 года, ну а художественный фильм 1922 года уже по настроению. Они загадили комнату со сводами, в которой Толстой создавал героическую поэму о русском народе «Войну и мир». На этом у меня все. Спасибо за просмотр. Пишите в комментариях, какие документальные фильмы о Великой Отечественной войне нравятся лично вам и почему. Ну и не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, рассказывать друзьям и, конечно же, проводите время в компании хорошего кино. Пока!
полям Великой Бородинской битвы 1812 года вперед, на запад движутся части Красной Армии, преследуя отступающего врага.